Привет! Данное видео будет посвящено фитнес-браслету от Xiaomi Mi Band 7. В ролике я не буду делать подробный обзор о том, какой этот браслет хороший или плохой. Я просто расскажу вам все основные полезные настройки и фишки данного девайса, которые должен выполнить или как минимум знать каждый владелец 7-го бенда. А также отвечу на многие популярные вопросы. С вами канал Power Device. Погнали! Итак, у меня в руках фитнес-браслет от Xiaomi Smart Band 7. Сразу отмечу, друзья, что у меня китайская версия. Но если у вас глобальная версия и вы ее покупали, к примеру, в каких-то популярных магазинах в России, то никакие настройки у них отличаться не будут. Все будет практически то же самое. По ходу ролика вы узнаете много интересных настроек и фишек 7-го бенда. Но начнем мы с самого начала, то есть с подключения. Итак, когда вы делаете первое включение браслета, у вас появляется вот такой штрих-код. В моем случае это китайская версия, и если пролистать вниз, то язык пока на нем остается китайским. На этом этапе можно взять свой смартфон Xiaomi, зайти в стандартную папку «Инструменты» и открыть приложение для считывания QR-кодов. Сканируем QR-код, нажимаем «Перейти на сайт». QR-код перекидывает нас на официальный сайт, где мы можем скачать нужное приложение, которое называется Mi Fitness. Данное приложение можно скачать как отсюда, так и из Play Market. В Play Market оно называется также Mi Fitness. Я устанавливаю именно отсюда. Итак, приложение установлено, не смотрите, что у меня другой значок, просто у меня применена тема Xiaomi. Открываем приложение. Здесь я ставлю только верхнюю галочку «Согласиться». Далее, друзья, если у вас глобальная версия браслета и вы живете в России, то оставляйте регион Россия. Нажимаем «Далее». Синхронизировать. Теперь заходим во вкладку «Устройства». Убедитесь, что у вас включен Bluetooth. Нажимаем плюсик. Добавить устройство. Согласиться. При использовании приложения «Ок». Разрешаем доступ к местоположению. Идем назад. Как видите, браслет найден, нажимаем на него. На этом этапе, друзья, так как у меня китайская версия, сейчас выдаст ошибку. Если же у вас глобальная версия, то он у вас без проблем подключится. Браслет выдает подтверждение, нажимаем галочку. Если у вас так же, как и у меня, версия для Китая, идем назад, еще назад. Зайдем в профиль. Настройки, регион, и вот здесь, друзья, находим Китай. Выбираем Китай, продолжить. Теперь делаем все сначала. Снова идем в устройство. Также может такое быть, что если у вас уже идет соединение с браслетом и вы поменяли регион на Китай, то нужно добавить устройство заново. Нажимаем плюсик. Добавить устройство, поиск устройств, выбираем наш и заново происходит синхронизация. Вот теперь с регионом Китай у меня все подключилось. Как видите, друзья, уже на этом этапе на браслете появился русский язык. Идем по шагам, нажимаем настройки. Для уведомлений находим наше приложение Mi Fitness. Ставим доступ к уведомлениям. Также приложение запрашивает доступ к вашим контактам. Нажимаем «Разрешить». Готово. Теперь ваш фитнес-браслет полностью синхронизирован со смартфоном. Как раз в этот момент всплывает ответ на первый вопрос. Чем же отличается Xiaomi Band 7 китайская версия от глобальной? Отвечаю. Первое и самое значимое отличие – это подключение к смартфону, которое мы уже выполнили. Глобальная версия подключается без смены региона на Китай. И можно сказать, что после того, как вы подключили китайскую версию браслета к вашему смартфону, она становится глобальной. На данный момент отличие есть только в дополнительных китайских приложениях Alipay и WeChat. Естественно, появятся они, как я уже сказал, только в China-версиях, и отключить их можно в несколько кликов. Для этого в приложении заходим во вкладку «Устройства», листаем немного вниз, «Сортировка», находим Alipay и WeChat, нажимаем на них на минусы.
подтверждаем галочкой. В этот момент они исчезают с дисплея вашего смарт-браслета. Ну и конечно, как вы уже поняли, всю вот эту раскладку можно удалять либо добавлять обратно, а также менять их местами. Отмечу, что вот здесь внизу есть такой раздел «Редко используемые». В браслете они находятся вот здесь, в самом низу, во вкладке «Больше». Это они и есть, их также можете редактировать. Возвращаясь к вопросу отличия китайской версии от глобальной, скажу, также еще одно отличие есть в коробке из-под браслета. Это китайские иероглифы, снизу под надписью Xiaomi Smart Band 7, в глобалке их нет. Также пару слов по поводу NFC. Есть отдельная версия, так и называется Xiaomi Band 7 NFC. Она идет только для Китая. Да и воспользоваться NFC в браслетах у вас не получится, даже если вы приобретете версию NFC. И санкции тут ни при чем. Этот браслет, как и многие другие, не предназначен для регистрации платежных карт. Далее предлагаю разобраться с дисплеем браслета, а ведь здесь есть отличие от предыдущих версий. Ведь здесь установлен AMOLED-дисплей, и вот в чем его фишка. Активируется он в настройках. Дисплей. Третья вкладка «Дисплей постоянно включен». Нужно поставить галочку «Весь день». Окей. Теперь время на дисплее будет отображаться всегда, вот таким образом. Но здесь есть один небольшой нюанс. При повороте кисти у вас будет активироваться дисплей, и вы даже не увидите тот самый AMOLED. Для полноценной его работы нужно зайти в настройки, дисплей, поднимите запястье для активации дисплея. Заходим в верхнюю вкладку, нажимаем «Выкл». Теперь у вас полноценно активирован AMOLED, и браслет нужно пробуждать тапом. Отмечу, что при включении вот такого режима автономность браслета немного падает, это проверено. Еще из полезных настроек дисплея рекомендую зайти в настройки, дисплей, период выключения дисплея. И вот здесь по стандарту должно стоять 5 секунд. Но, друзья, этого недостаточно. Иногда ты просто не успеваешь прочитать информацию, вот как это было сейчас. Поэтому рекомендую вам выставить хотя бы 7 секунд. Далее давайте поговорим, как менять циферблаты на устройстве и как установить свое фото на его дисплей. Для этого зайдем в циферблаты. В сети здесь есть вот такие вкладки: новые, механические, фото и так далее. В каждую из таких вкладок вы можете заходить. Нажимаем еще, открываются все циферблаты в этой вкладке. Установим, например, вот этот, самый простой. Просто нажимаем «Применить». Циферблат автоматически применился. Также обратите внимание, что на каждом циферблате есть свой AMOLED-дисплей. Браслет Xiaomi Band 7 в своей памяти может сохранять 6 дисплеев. Удерживаем на экране. Вот здесь все они появляются. Выбираем нужный, тапаем по нему, применить. Также, друзья, отмечу, что практически каждый из этих дисплеев можно регулировать. Когда вы на нем удержали, нажимаем шестеренку, появляется вот такая менюшка. И вот эти параметры вы можете менять. Например, менять здесь сердцебиение, батарею, количество шагов и так далее. Теперь о том, как установить любую картинку или фотографию на ваш браслет. Заходим все туда же, циферблаты, в сети. Спускаемся вниз, находим вкладку «Фото», еще. Выбираем здесь стиль циферблата, в котором он будет выглядеть. Например, вот в этом ваше фото будет больше всего видно. Я выбираю его. Нажимаем «Пользовательское фото». Использую, например, галерею. Поставлю своего котяру. Настраиваем то место, которое будет видно на дисплее. Продолжить. Установить. Таким образом, вы, например, можете загрузить 5 циферблатов со своими фото. Еще, чтобы увидеть уведомления на браслете, а точнее для автоактивации экрана при получении уведомлений, зайдите в настройки, дисплей, в самом низу вкладка «Активация экрана при уведомлении». Нужно поставить вот эту галочку. Если она не включена и вам придет уведомление, браслет не будет зажигаться, а просто будет вибрация. Для просмотра уведомления нужно будет сделать тап. Если же она включена, то тап делать не нужно, уведомление сразу высветится на вашем браслете.
И раз уж мы заговорили про уведомления, сейчас покажу, как их настроить. В первую очередь удержите на приложении, Дальше я включаю автозапуск. Потом идем вниз, контроль активности, активирую нет ограничений. К слову скажу, друзья, что если в шторке вам мешает вот это уведомление, которое говорит нам, что устройство подключено, его можно отдельно отключить. Для этого здесь же заходим в уведомления, идем в самый низ, подключенные устройства и отключаем вот эту галочку. Теперь уведомление пропало. Вернемся в приложение, вкладка устройства, уведомление приложений. Самое главное, здесь должна быть включена вот эта верхняя галочка. Теперь зайдите в пользовательские уведомления. Смартфон загружает все приложения, которые установлены на вашем смартфоне. И вот здесь ставьте галочки на тех приложениях, от которых вы хотите получать уведомления на вашем фитнес-браслете. Думаю, здесь все понятно. Все уведомления, которые приходили вам на фитнес-браслет, можно посмотреть вот таким свайпом. Также в настройках приложения во вкладке устройства отмечу такой интересный пункт. Называется вибрация. Здесь есть разделы оповещений, на которые вы можете выставлять собственную вибрацию по типу азбуки Морзе. Для того, чтобы, к примеру, не отвлекаясь от дороги, понимать, что это пришло СМС, уведомление от приложений или совершается входящий вызов. Для того, чтобы поставить отдельную вибрацию, например, на входящие вызовы, заходим в них. Добавить. Теперь вот такими тапами прорисовываем вашу вибрацию. При нажатии «Воспроизвести» ваш браслет начинает вибрировать именно как вот эта картинка, длинными и короткими вибрациями. Думаю, здесь все понятно. Чтобы это сохранить, нажимаем галочку. Идем далее. Частый вопрос. Может ли Xiaomi Band 7 отвечать на звонки и есть ли в нем встроенный микрофон? Отвечаю. Нет, принимать звонки он не может. Возможно только отключить звук входящего вызова, либо отклонить звонок. Также в приложении есть настройка, которая позволяет отправить заготовленное приложение при отклонении вызова. Находится она во вкладке «Входящие вызовы». Ответ сообщением. Теперь зайдите в «Быстрые ответы», нажимаем «Добавить», пишем ваш ответ, ставим галочку. Теперь нажимаем «Изменить», двигаем в самый верх, подтверждаем. Теперь нужно сделать свайп вверх и нажать нужную СМС. По поводу микрофона отвечаю, в данном девайсе его нет. В браслете для вашего удобства есть доступ к так называемым виджетам. Открываются они свайпами слева направо, либо справа налево. Здесь есть такие функции, как погода, управление музыкой, Отмечу, что фитнес-браслет работает как с приложением «Музыка» и переключает треки. И также, как вы уже заметили, он переключает видео для YouTube, через который я сейчас и слушал музыку. Так вот, если вы хотите добавить сюда какие-то дополнительные виджеты или убрать, допустим, погоду, в нашем приложении Mi Fitness во вкладке «Устройства» зайдем в «Виджеты». И вот здесь можно добавлять любые виджеты. Как видите, у меня сейчас добавлены только музыка и погода. Можете добавить другие, либо убрать уже имеющиеся. Можете добавить, например, еще состояние. Подтверждаем галочкой. У нас должно добавиться состояние. По поводу настройки погоды. В ее настройках лучше выбирать автоматически с подключенным GPS, а не делать это вручную. Именно так у меня она нормально заработала и нашла мой город. Двигаемся дальше еще к одной интересной фишке. Есть одна полезная функция, которая находится в приложении, все тот же раздел устройства. В самом низу разблокировка телефона. Заходим в эту вкладку. Вводим какой-то графический ключ. Окей. Диапазон я рекомендую ставить очень близко. Теперь, друзья, смотрите. Блокирую свой телефон. Начинаю его разблокировать. И так как я убрал свой фитнес-браслет, он у меня просит ввести графический ключ. Если я подношу фитнес-браслет к нему близко, то он автоматически разблокируется. Это очень удобно. То есть при этой включенной функции, когда фитнес-браслет будет рядом с вашим смартфоном, смартфон будет разблокироваться так быстро, как будто вы ввели графический ключ.
Чтобы отключить эту функцию на смартфоне, зайдите в настройки, пароли и безопасность, защита устройства, и вот здесь нажмите «Отключить защиту». Тогда эта функция с браслетом отключится. Теперь по поводу того, отслеживает ли данный браслет ваш пройденный путь во время тренировок. Нет, отслеживание пути происходит только тогда, когда вы двигаетесь, к примеру, на велосипеде вместе со смартфоном. Только в этом случае Mi Band 7 будет отслеживать и отрисовывать путь в приложении. Хотя делает это, конечно же, не он сам, а смартфон, так как в браслете нет встроенного GPS. Если вам нужен браслет с GPS, то есть специальная версия под названием Xiaomi Band 7 Pro, в котором встроен GPS. Какая водозащита установлена в 7-м бенде? Здесь заявлено 5 ATM. Я купался с браслетом, никаких проблем не возникло. Также абсолютно точно с ним можно нырять на малые глубины. Отмечу важную деталь. Одним из главных отличий от Mi Band 6 является не только AMOLED-дисплей, которого нет в предшественнике, и установка фото на дисплей, но и сюда еще добавлен круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови. Ставьте вот эту галочку. Теперь выбираем процент, до которого не должен падать уровень вашего кислорода в крови. Если кислород упадет ниже этого процента, браслет вас оповестит. И, конечно же, еще одно отличие от предыдущих версий – это добавленные тренировки. Теперь их здесь 120 штук. Еще полезной функцией считаю вкладку «События». Она действительно помогает в некоторых ситуациях. Нажимаем «Добавить», пишем вот здесь название, например, «Посещение бассейна». Теперь вот здесь выставляем дату и время, на которое нам назначено посещение. Подтверждаем. Теперь браслет вас оповестит об этом в нужное время. Друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, поставьте лайк этому видео, задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. Ну а я сейчас показал вам все основные полезные настройки и функции фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7. Желаю вам, как всегда, только правильных настроек и качественных девайсов. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.